Почти для каждой легендарки в Guild Wars 2 нужен один очень ценный ингредиент – Gift of Battle. Получить его можно единственным способом через ревард-трек режима World vs. World. Несколько лет назад достаточно было просто регулярно делать делики и с помощью зелий набирать прогресс заветной полоски. Однако после реворка системы стало необходимо полноценно играть в режим, что превращало получение заветного гифта в настоящую пытку для игроков, которые не очень-то любят PvP. Приветствую, господа и господа, в студии как обычно Морт, и в этом видео я расскажу вам, как можно буквально за 20 минут получить сразу 2 Gift of Battle, что для этого понадобится и каким образом можно ускорить получение дальнейших компонентов для легендарного крафта. Режим World vs. World — это глобальный PvP сервер, в котором армии разных серверов соревнуются друг с другом за владение ключевыми объектами на карте. Захват крепостей и башен повышает общее число очков одной из трех команд, а игроки получают буст к ревардам. Каждые 5 минут тикает счетчик, который дает несколько очков в прогрессию наград. Среди них и валюта режима, и компоненты для крафта, и те самые пузырьки с прогрессом, которые очень помогают при фарме ревард треков. Также прогресс зарабатывается каждые 5 минут в зависимости от степени участия игрока в событиях на карте. Этими событиями являются убийство других персонажей, захват точек и выполнение ивентов. При бездействии уровень участия начнет постепенно снижаться. Всего таких уровней 6, и максимальный прогресс достигается, как нетрудно догадаться, именно на последнем 6-м тире. Таким образом, у нас есть два способа ускорения получения гифта. Первый подразумевает активное участие в баталиях. Очки прогресса, или как они тут называются, пипс, даются, как я уже говорил, каждые 5 минут. Их количество зависит от общих показателей вашего мира на глобальной карте, а также от личных результатов самого игрока. Чем выше вы поднялись в рейтинге от дерева до чемпиона, тем больше пипов будете получать. Также бонусные пипы можно раздобыть, если вы командуете открытым сквадом, но я не рекомендую делать этого, если вы не понимаете, как руководить осадами и что вообще делать в этом режиме. Такой способ получения наград позволяет лутать дополнительные ресурсы для тех же легендарок PvE режима, а также для специфических наград именно World vs. World. Параллельно с этим второй способ подразумевает поддержание высокого уровня участия в ивентах и получение прогресса по таймеру. Этот прогресс можно усилить определенными расходниками. Experience Boost самый простой и очевидный. Для его получения достаточно проюзать, собственно, сам Experience Booster или Heroic Booster. Они не стакаются между собой и повышают прогресс на 50%. Celebration бонус получается из Celebration бустера или Birthday бустера. Они также взаимоисключающие, но стакаются с предыдущими и дают 10%. Black Lion Boost покупаются за львиные статуэтки и дает еще 25%. Festival Gobbler Boost добывается из донатных гоблеров, так что мы не будем брать его в расчет. Однако, если у вас такой гоблер есть, то прирост составит еще 25%. Guild Reward Track Boost можно купить у гильдийского торговца в холле вашей гильдии, причем в зависимости от прокачки самой гильдии бонус будет варьироваться от 3 до 10%. Enrichment покупается в самом World vs. World и требует минимум ассенд от амулета, куда и вставляется. Повышает общую прогрессию на 5%. Это не то чтобы много, но все-таки дополнительный опыт есть дополнительный опыт. И последний, но не менее важный, это бонус отдыха. Если у вас есть дополнение Jantier Wilds и вы прокачали перки своего Homestead, вы можете оставить персонажа на 4 часа в локации и получить баф от 2 до 10% в зависимости от степени прокачки перков. Небольшой лайфхак: можно оставлять персонажей на ночь, это все равно считается и все равно работает. Таким образом, максимальный прирост составит 135%. Однако более реалистичным будет процентов 80-90, что все равно значительно ускорит получение наград. Стоит также отметить глобальные события, которые влияют на этот бонус. Например, прямо сейчас действует усиление еще на 25%. И теперь мы плавно переходим к главному событию этой недели. Ивент World vs. World Rush продлится до 27 января 2026 года и поможет быстро и почти безболезненно выполнить сразу 2 ревард трека. Ивент повторяющийся, так что видео может быть актуальным и в другой период, поэтому прямо сейчас попрошу поставить ему лайк и подписаться на канал, если вы еще не, чтобы потом всегда иметь под рукой это руководство. Так почему же ивент так хорош? Он предлагает игрокам выполнить несколько простых достижений и получить сразу 150 флаконов с прогрессией ревард трека, что в совокупности с получением бонусов от самой игры позволит без труда забрать сразу 2 ключевых награды.
Сделать эти достижения довольно просто. Заходите в режим, выбирайте сторону, за которую хотите играть, и присоединяйтесь к любому скваду. На этой неделе игроков будет очень много, особенно в вечерние часы и на выходных, так что вы гарантированно найдете себе отряд и сможете набрать необходимые поинты. Их количество зависит от того, какие точки вы захватываете и в каких ивентах участвуете. Так, захват лагерей дает совсем немного, захват башен и гарнизонов уже значительно больше поинтов, а если вы сможете захватить со своим отрядом крепость, то получите разом 90 очков, которые сразу закроют 9 из 10 этапов наград и моментально дадут вам в копилку заветный гифт. Самое главное, выберите именно тот ревард трек, который вы хотите качать. Если вас не интересует Gift of Battle, выбирайте любой другой по своему вкусу. Врывайтесь в сквад и разваливайте кабины направо и налево. Для более комфортной игры рекомендую также посмотреть, какие билды для вашего персонажа актуальны в этом режиме. Можно использовать сайты вроде Snowcrows или Meta Battle, ссылочки оставлю в описании. Ну, а на сегодня у меня все. Делитесь в комментариях, на какие легендарки потратите свои фиолетовые топорики и какие ревард-треки вообще выбирали. В студии был, как обычно, Морд, удачи в фарме и крепких вам саппортов в нешуточных зарубах на просторах Тирии. Всех обнял, приподнял. Муа.